Давайте, представьтесь, как вас зовут, пожалуйста. Соколов Егор Николаевич. Расскажите, где вы служили? Я служил в Ингушетии в 503-м полку Какого года рождения? 2003-го. Это вы срочник или контрактник? Я срочник. Контрактов никаких не подписывали? Нет. Там, говорят, есть какая-то практика, что за вас подписывают какие-то бумажки. Возможно, подписали за меня контракт. Понял. Расскажите, пожалуйста, как вы сюда попали, в Украину, что дальше произошло? В Украину 22 числа было построение на плацу определенных людей. Там кто-то подписал контракт 21 числа, их 22 тоже построили вместе с нами. Сказали, у вас один день собраться, вы поедете на полигон УПУК, будете охранять там технику. Мы приехали, переночевали в поле у дерева. На следующий день нас разбросали по БТРам, по колонии БТРов. И 24 числа мы зашли на Украину. Вам доводили, что вы в Украину идете? Прямого приказа не было, но были догадки. Прямой приказ поступил только когда уже зашли на Украину. А какие были догадки? И то, что война начнется, там контрактники обсуждали это, командир там готовился. Прямой приказ, может, командиру был, но нам никто не довел. Нас просто завезли всех дружно. И только потом уже сказали, где мы. Доложили по задачам, что мы должны делать здесь. А у вас какие мысли были в это время? Я до последнего верил, что все-таки я буду эти БТРы охранять, в которых я сижу. Ну там заедут, но я не заеду. 24 числа, получается, мы заехали. Мне уже сказали, что я на Украине. Придется воевать. Обратно пути нету. Я должен был изначальная цель после 24 числа, как мы зашли, была за 9 дней дойти до Запорожья и вернуться домой. Просто дойти и вернуться? Просто дойти, там надо было постоять, что-то, кого-то подождать и вернуться обратно. Вы помнили вашу цель? Нет, мы в Запорожье так и не подошли, ходили просто, ездили по Украине, занимали села, держали там оборону. В селах общались с мирными жителями? Да, общались. Как они рады вам были? В некоторых селах нет, некоторых нейтрально относились. Как вы думаете, на нейтральное отношение как-то влияло то, что зашли люди с тяжелой техникой, с оружием? Возможно. Но я веду к тому, что не всем хочется выражать какие-то недовольства людям, как вооруженным до зубов. Это понятно. Вот. Просто многие могут подумать, что вам были рады. Но если вам были рады, то вы так и скажите, если встречали там с левым солью и все такое. Там бывали такие моменты, там угощали чем-то. Так в основном не рады были. А довольствие у вас какое было, по еде? И по еде давали сухпай. Достаточно давали сухпай? Тоже по возможности. Мой БТР стоял далеко от взвода обеспечения. Иногда не какая хватало. разница дальность БТР от взвода обеспечения? Тут же имеется в виду, достаточно было еды или ее не хватало? Когда-то не хватало, когда-то было слишком много. Вы сможете рассказать, каким образом, что было дальше, то есть происходило после того, как вы побывали в этих всех мирных селах, поездили, что дальше было? Потом мы поехали в село, называется Малиновка. Мы там находились дней 9. Нас с соседнего села Полтавки бомбили минометами, стреляли там с автоматов, с РПГ, с разного оружия. И на 9-й день нас обошли, получается, основные силы Украины сзади, немного зашли спереди, и получился бой, в котором все, кто там были, погибли. 6 человек взяли в плен, все остальные погибли. А все остальное это сколько людей? Все остальные это 4 БТРа, экипаж танка, экипаж БМП и БТРы, которые стояли с краю, там, в общем, тоже еще 4 штуки. Это больше 100 человек примерно. Каким образом так получилось, что 6 человек, и я так понимаю, был в их числе, да? Да. В числе этих 6 все-таки остались живы и попали в плен?
Я, как мне объяснили потом, я был просто самый последний, кто вообще остался жив. За мной там все охотились. У меня автомат заклинило, я его бросил. Я знал, что там есть канал, по которому я смогу в лес перебежать. Я побежал в этот канал, по мне стреляли, там с автоматов не попали. Ну, был тоже минометный обстрел, и получается, когда я прибежал к каналу, в 2 метрах от меня, от левой ноги взорвался минометный снаряд. Мгм. У меня получилось осколочное ранение, я высоко подлетел, сломал еще себе ногу. Силы Украины взяли меня в плен. Сможете хоть как-то экраном показать ваш навык? Да, смогу. Здесь большая открытая осколочная рана. Здесь протез Элизарова. 4 куска кости в этом месте соединяют. И здесь была тоже открытая рана, вот ее не так давно швы сняли. Как вы понимаете, вот помощь украинских медиков предоставили вам? Да, я считаю, даже больше, чем надо было. Больше, чем надо было? Да. Ну, я слышал там поначалу то, что в плену здесь очень плохо. Поэтому там показывали видео, как издеваются над нашими бойцами. Вы верили эти видео, да? Ну, да, показывали, рассказывали истории. Поэтому, когда я попал в плен, я не очень обрадовался. Я думал, мне сейчас отрежут ногу, посадят там куда-нибудь в подвал. Я прошу прощения, вы, видимо, из-за этого и бежали так сильно, потому что думали, что будут издеваться над вами. А ведь можно было просто сдаться в плен, и, в общем-то, ничего не было. Можно было, но знал истории, там показывали видео, то, что в плену очень плохо. Поэтому я старался туда не попасть. Морально-психологическая подготовка российской армии. М, Получается так. Да. Что вам говорят по выздоровлению вашему? Это для ваших родителей или всех, кто посмотрит? Ну, сказали где-то месяцев 7 и буду ходить. Месяцев 7 будете ходить. Хорошо, давай тогда наберем сразу же родителей, вот, чтобы не тягать штатив и все остальное. Нажимаем на паузу. Давай. Алло, Алло, добрый день. добрый. Меня зовут Дмитрий, я журналист из Украины. Рядом со мной находится ваш сын. Если вы хотите с ним пообщаться, мне нужно от вас согласие на запись и публикацию этого разговора. А вы, простите, кто? Дмитрий, журналист. Хорошо, я согласна поговорить со своим сыном. Привет, мамуль. Егор, это ты? Да. Сын? Я не знаю, я что-то могу тебя спрашивать или Ты нет? все, что хочешь. Да, вы Ты можете спокойно в плену? разговаривать. Я в плену. Ты в плену, хорошо. Ты здоров? Ну, у меня небольшое ранение, но ничего серьезного. Меня лечат, перевязка. Небольшое, хорошо. Все. Сын, тебя уже здесь похорони меня один раз. Вот этого я больше всего боялся. Рикардо мой, я ж надеялась, что ты жив. Все, мам, не плачь. Скажи, ты контрактник? Нет, срочник. Ну что, говорят, что Потому контрактник? что тебя ищут сегодня мне сказали, что ты контрактник. А что за журналист там с вами? Он что там, прямой репортаж ведет? Нет, у них канал на ютубе, ты потом сможешь Владимир посмотреть Зуб. это интервью. Прямой репортаж не позволяет. Это они ходят, передачи снимают журнала. пленных, рассказывают их истории. Страница не загружается. Ты давно там? Я практически завтра месяц будет, как я в плену. Понятно. Ранение куда? В ногу? Да, осколочное ранение левой ноги. Меня лечат, все, мне сделали операцию, у меня все хорошо, я буду ходить. Хорошо, ты какие-то данные обо мне сообщал какому-то мужчине, я его имя не знаю, мне писала какая-то девушка в ВКонтакте, якобы ты с ее мужем был в плену. Но да, то, что она рассказала о тебе, мне не понравилось. Про какие-то пельмени, не знаю, какая-то чушь собачья. Кроме того, что у сестре 7 лет, там ничего не сошлось. Нет, я... Это деньги вымогают у вас мошенники. Это говорят, вон, деньги вымогают мошенники. Ваши же. Они ничего не просили, вот в этом все и дело, что на этом переписка закончилась, и про ранение в ногу они мне сказали.
сказали. Написали. Они не мне даже писали, они пишут, они все пишут бабушке, потому что фамилия-то другая. Ну, я не Ну знаю. и почему о тебе до сих пор официально не заявлено как о пленном? Ты в курсе, что ты пропавший без вести? Да я догадывался. Я просто хотел, чтобы я был не мертвый. Я чуть не умерла, блин. Все хорошо, мам. Отсюда увозят почти ежедневно на И обмены. когда тебя менять будут? Это- Нога ты ходишь? Нет, и пока временно не хожу. Временно. У кого ты в плену-то? У украинских вооруженных сил или у... Да, у украинских вооруженных сил. Или у кого? Что он имел в виду? Ну, я не знаю, что тебя спросить. И все у меня хорошо, меня кормят, поют, у меня каждый день перевязки. Все, здесь увозят на обмен. Вот, я лично видел, как увозят на обмен. Просто надо ждать. Я жду тебя. Все будет вам хорошо. Хватит плакать. Сын, я тебя жду. Скажи мне звание, у тебя какое, тут тоже все расходится. Рядовой у меня звонил. Ну, возможно, присвоили ефрейтора, обещали. Но я уехал, поэтому я не знаю, присвоили, не присвоили. Ничего не понятно, везде разные какие-то данные, все это самое. Но Минобороны найти тебя не может. Ну, я узнал тут про обмены, я так понял, от Минобороны ничего не зависит. Когда выдадут, тогда выдадут. Нет, они сказали, что как бы там сами, ну, как говорится, с полей договариваются, как они объяснили, но на сегодняшний день тебя нет в списках, то есть тебя не предлагают на обмен. Ну вот, Я думаю, что это может быть как-то с ранением связано. нет, раненых увозили на обмен, я видел. Такого же парня с такой же ногой увезли. Хорошо, а командир твой, вот этот Антонов, он тоже с тобой? Он в плену, но не со мной, но тоже где-то здесь. Он в плену вообще с 10 числа. Он не может быть 10 числа в плену, он вместе со мной в плен попал. Официально вместе с тобой, а по официальным данным Минобороны он с 10 марта. С 22 марта он в плену вместе со Ну мной. вот, а там с 10-го. А ты не в плену, сынок. Тебя нет, ты в воздухе. Я знаю такие случаи, тоже мне рассказывали. Да ты вообще представляешь, что со мной? А мне уже и соболезновали. И на Все, твоей странице ВКонтакте тоже писали. На стене у тебя друзья твои тоже все с ума сходят. Вот еще этот пароль на странице на твоей помине. да, без разницы. Когда вдруг надо будет. Ну и что, мне просто ждать теперь получается? Просто, да, ждать. Все у меня хорошо, у меня... Пусть она добивается, чтобы его включили в списки Я сейчас все хлеба. это скажу. Сейчас там Сейчас. тебе расскажут, там, как это подускорить. Да, можно. спасибо большое, люди. Все, просто ждать у меня ранения небольшие. Хорошо, я жду. Хорошо. Куда ранение-то? В левую ногу Ногу осколочную. я поняла. У меня стоит... Понятно. проте- Хорошо, сынок, я тебя люблю. Я тебя тоже очень люблю. Бабушку люблю, сестру люблю. Всех люблю. Друзьям Хорошо, привет я всем передать. все расскажу, тут все на ушах, все родственники. Хорошо, все, я люблю тебя, сын, я тебя жду. Хорошо. Все, у меня стоит мой протез Елизарова, А хороший. что мне там делать-то надо? Хорошие врачи прооперировали. Мной занимаются каждый день. Все. Алло, Я не знаю, вот сейчас тебе скажут, куда надо Щас я- написать. Сейчас, секунду. Помогал. пропадает связь, ничего не понимаю. Сейчас, мам, тебе расскажут, что надо сделать. Давай. Хорошо, Алло. хорошо. Алло. Здравствуйте, меня зовут Владимир, я журналист. Да, спасибо вам большое. Здравствуйте. Тот самый, который, в отличие от вашего Минобороны и всех прочих, не смог найти вашего сына. Так вот, Большое спасибо вам.
Да. Да-да-да. Вопрос у меня следующего характера. Вот вы в разговоре со своим сыном спрашивали, он у вооруженных сил или он у этих? То есть вам там по телевизору продолжают рассказывать упорно, что есть вооруженные силы, а есть какие-то эти. Да? Такое показывают. Вы что, эти, это националисты, это этот Азов, это эти. Так я тоже националист. Действительно, вы тоже националист? Да, я националист. Но дело в том, что нам показывают, я понимаю, что это может быть очень отличаться от действительности. Вот рядом со мной Дмитрий тоже националист. Добрый день, мы уже с вами говорили. Значит, есть в Мы с общем, Украины. как из серии, везде есть плохие и хорошие, правильно же? Нет. И у нас, я думаю, Нет. что не все такие прекрасные, Нет. как они показывают. Нет, не совсем так. По-вашему, националисты... Я вам скажу, что все, что... Да не по-моему, я даже телевизор уже не смотрю. Для меня все люди, если честно. Азов это подразделение вооруженных сил Украины, такое же, как и все остальные подразделения. А националисты это все, которые любят свою страну и не хотят, чтобы у нас убивали людей. Дело в том, что гибнут наши молодые ребята, так же, как и ваши. Да, И вообще, зачем этот весь бред? Ну вот мы вас это вы как раз понимаете, хотели от меня поинтересоваться. лично ничего не зависит. Это не я принимала такие решения. Не, ну я не сомневаюсь, что я сейчас говорю не с Путиным. А я больше Вас же скажу, ж не я Владимир даже не Владимирович знаю, зовут. Меня нет. Что меня потряхивает, конечно. Ну я еще бы. Моего ребенка уже похоронили не один раз. Ну, И конечно, ничем, да. вот я с прошлого понедельника он числится пропавшим без вести. Ну смотрите, я вам по факту сейчас расскажу. Да. Мне ничего не сказали. Да. Значит, смотрите, по факту несколько деталей, которые Да. могут вам Да, пригодиться. давайте. Во-первых, с помощью наших видео, звать меня там латиницей забьете в ютубе Володимир Золкин. Да. Или ищи своих телеграм-канал, еще такой есть. Тоже там сможете посмотреть, во-первых, видео Хорошо. со своим сыном. Ну там ищи своих, на котором около 1 миллиона подписчиков, все остальные это клоны, это ваши создают специально Ага, каналы, хорошо, чтобы они... поняла. Ну, чтобы вы своих найти не смогли. Все сайты наши поблокировали, которые мы для этого создавали. И продолжают вам рассказывать про вот ВСУ и этих. Никаких этих вообще не существует. Так вот, Ну, используя наши видео, многие родственники из России, многим родственникам из России удается показать это вашим там вот чиновникам, бюрократам и всем прочим, показать, что вот это вот мой ребенок, и он действительно находится в плену. Вот. После того, как ваши родственники демонстрируют видео с нашего канала, как правило, их наконец-то записывают как пленных. Потому что одних объявили погибшими, других объявили дезертирами, третьих еще там не пойми что и как объявили. Вот. То есть миссия у нас исключительно гуманитарная. Мы пытаемся донести до вас, что... Действительно так, что она у вас гуманитарная. Да. Ну мне тут кишки, правда, все время из России это вот угрожают выпустить. Я не пойму, правда, за что и кто. Вот. Но за то, что я делаю, вот мне угрожают выпустить кишки, например. Я плохой вам что-то сделал? Понятно. Нет. Лично мне вы просто сегодня вот... У меня самый счастливый день за последний месяц. Да. Так вот, ну то есть... Сын живой. Да, сын наш живой, и он даже будет бегать, то есть и в футбол играть, тут такое дело. Другие, правда, многие не будут уже никогда. И дети наши в Украине не будут уже никогда. Это да. Многие. Не будут. Вот. И мы пытаемся понять, зачем вам это нужно, какая цель. Вот, я понимаю, вот какую цель Россия преследует? Какую цель преследует Россия? Вот что вам там говорят? Да я вам еще раз говорю, не смотрю телевизор вот в последнее время вообще, потому что, говорят, что вы плохие одним таким вот общим словом. Ну, плохие мы были бы, если бы мы к вам пришли, но мы ж так к вам не приходили, правильно? Чего же вы к нам пришли, а мы плохие, объясните. Да я не знаю. Для меня вообще большой вопрос. Мой сын оказался на территории Украины, насколько я знаю, до начала спецоперации. Зачем-то их туда везли, солдат-срочников, которые не отслужили 4 месяца. Мы поехали там 22-го. Так что... Поехали, да, он говорит, они поехали 22-го. Ну, то есть... Они поехали, да. Они поехали якобы на полигон в Крыму. Это с его слов. Я не знаю, может быть,
говорили. Да, да, да. Ну, вам там рассказывали все это время про учения, да, вот про правду, да, Ну, по почти, телевизору, да. про учения, а потом взяли и По вторглись в телевизору, Украину. да. Вот такие вот. Да, вот примерно так. И причем по телевизору говорят, что там нет солдат-срочников. Ну, как видите, и это тоже не является правдой. Это не является правдой, это я уж по-своему знаю. Все, договаривайте, в общем, вы все поняли, что надо делать, надо, чтобы вашего сына Я там всё вносили. поняла. И, Большое вам спасибо, по поводу человеческое. того, что от вас ничего не зависит, я вам хочу, ну, я не хочу долго об этом рассказывать, потому что у вас все там считают, что от них ничего не зависит. На самом деле от вас более чем все зависит, и вы можете созваниваться с другими матерями, с другими людьми. Вот эти вот марши, которые у вас там водят в поддержку этой спецоперации. Вы понимаете, что эти марши у вас проводят? Вот эти «З» буковки рисуют на букву. Это каждый, кто себе «З» нарисовал на машине, это «Я хочу, чтобы убивали детей», он написал. Ну, за убийство детей. Все, ну, за убийство мирных жителей. За войну. Каждый, кто написал «З», он за войну. Получается, за войну, да. За войну. Действительно так. Договаривайтесь, мама. Я вам очень благодарна еще раз. Большое спасибо. Мамуль, все тут хорошо здесь. Никто не издевается в плену надо мной. Перевязки, не Спасибо, перевязки. сын, что ты жив. Я верила, что ты жив. Ты жив. Я тебя буду ждать. Я все поняла, что нужно сделать. Напиши в полк, найди. Там же у тебя есть контакты с моей роты срочников? Ты понимаешь, что первое сообщение о том, что тебя нет, поступило от твоего сослуживца. Вот, Почему ну, он полезли на твою страницу? А теперь у него на аватарке фотография почему-то на фоне украинского флага. найти, Но он почему-то решил тебя похоронить. Кого мне найти? Ты мне имя скажи. найди лейтенанта Широкого. Хорошо. Найди его номер телефона через срочников, которые тебе писали с моей роты, там, друзья. Дело в том, что тот вот, который писал, Карим какой-то, он заблокировал мне сообщение. Я не могу ему написать. Пусть папа попробует ему написать. Через него там посмотри тоже там, я не знаю, кто у него в друзьях там есть. Ну посмотри, вот попробуй найти. Хорошо, а про Гусева ты что-нибудь знаешь? Я знаю то, что когда у нас полк сильно разбили, Гусев попал в другой. Он сейчас двигается вообще с другим полком, насколько я знаю. Понятно. И дело в том, что он про тебя ничего почему-то... То, что он знал, совершенно не сходило с действительностью. То ли он пытался отсрочить это. Мы с ним договорились, что если мы расстанемся с друг другом, мы все равно будем говорить, что у нас все хорошо у обоих. Ну, все понятно, что он говорил, что вы где-то сломались, еще что-то, то есть какие-то такие. А потом получилось, что когда я ему уже написала, не я, а папа, что ты объявлен пропавшим без вести, тогда он обнаружилось, что ты с ним вообще общался 13 марта последний раз, а мы с тобой общались 21 марта. Да, мы с ним давно не виделись. Но мы договорились, что у нас все хорошо у обоих, если вдруг что. Ну, все понятно. Все понятно. Все, ладно, мамуль, я тебя люблю. Я все поняла, все, я тебя люблю, сын, пожалуйста, только, чтобы все хорошо. Спасибо еще раз всем огромное. Хорошо. Я сейчас скажу, где Простите, если я что-то не так сказала. На, еще пару слов тебе скажут, как канал найти, видео. Да. Видео посмотрите на днях на YouTube-канале Владимир Золкин. Всего доброго, до свидания. До свидания.